Здравствуйте, дорогие любители вязания! Будем сегодня с вами вязать вот таких замечательных бабочек. Смотрите, очень красивый воздушный узор. Если связать его из летней пряжи, из хлопка, полухлопка, льна, он будет прекрасно смотреться на летних вещах. Топы, туники, легкие кардиганы. А если связать из шерсти, полушерсти, из мохера, очень красиво будут из мохера вещи, то вполне уместно и зимой вещи, связанные таким воздушным узором. Я не буду долго говорить. Мы сразу приступим к вязанию. Схема будет перед вами. Узор несложный. Эти бабочки располагаются в шахматном порядке. Раппорт узора составляет 14 петель. Здесь у меня связано 3 раппорта, но 14 петель раппорта мы вяжем, когда мы вяжем изделие по кругу. Мы повторяем 14 петель раппорта. А при поворотном вязании мы к 14 петлям прибавляем еще 11 петель для симметрии узора. И эти петли делим так. 4 петли мы вяжем в начале, перед раппортом. Затем повторяем нужное количество раз раппортов по 14 петель, и в конце раппорта мы еще вяжем 7 петель для симметрии узора. Вам на схеме будет хорошо видно, где раппорт начинается и где заканчивается. Давайте не будем терять время. Набираем на спицы 27 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Первый ряд, давайте будем считать его нулевой ряд, он не входит в раппорт узора, служит для подготовки к узору, для облегчения провязывания узора. Это изнаночный ряд. Вяжем нулевой изнаночный ряд, который не входит в раппорт узора. Сразу после кромочной мы провязываем 3 изнаночных. Затем 1 лицевую, 3 изнаночных, 1 лицевую, 3 изнаночных, 4 изнаночных, 4 изнаночных, 1 лицевая, еще раз 4 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая и 3 изнаночных. Провязали нулевой ряд, который не входит в раппорт узора. Это изнаночный ряд. И сейчас мы будем вязать первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 3 лицевых, 1 изнаночную. Это петли до раппорта. Далее вяжем петли раппорта. Делаем накид. 3 вместе провязываем лицевой. Вот я провязываю сейчас с наклоном в левую сторону, потому что я вяжу бабушкиными петлями, и мне удобнее вязать 3 вместе лицевой с наклоном влево. Те, кто вяжет классикой, им удобнее провязывать 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Роли это здесь не играет. Узор будет смотреться хорошо и в этом случае, и в другом случае. Просто вот эти вот петельки будут иметь наклон в другую сторону. Так что вяжите вот 3 петли вот эти, как вам удобно в этом узоре. Далее будет накид, 1 изнаночная. Затем можно взять дополнительную спицу, оставить 3 петли на дополнительной спице за работой, провязать лицевую петлю и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевой. Мы переместили 4 петли с наклоном в правую сторону, вот таким образом. Далее 1 изнаночная, и в зеркальном отображении перекрещиваем 4 петли в левую сторону. 1 петлю оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевых. Вам не надо говорить, что здесь нужно петли вязать послабее немножко. И петлю с дополнительной спицей мы тоже вяжем лицевой. Не стягиваем петли сильно, вот так.
Далее вяжем одну изнаночную, закончились петли раппорта и вяжем петли после раппорта. Делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, делаем накид, 1 изнаночная, 3 лицевых. Провязали первый ряд. Я в дальнейшем не буду различать петли до раппорта и петли после раппорта. Я буду говорить общее количество петель. В изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды в этом узоре вяжутся по-разному. На схеме вот накиды, вот обычные накиды мы будем вязать изнаночными. Но далее будут на схеме накиды, обозначенные другим цветом, они в изнаночных рядах будут вязаться лицевыми петлями. Вот единственное отличие в изнаночных рядах. Те ряды, где петли провязываются по рисунку, я буду в видео пропускать. Я буду говорить номер ряда и говорить, как провязываются накиды в этом изнаночном ряду. А так вы будете вязать их самостоятельно. Третий лицевой ряд, 3 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой. Я в данном случае с наклоном влево провязываю. Делаем накид, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, снова делаем накид, 1 изнаночная и 3 лицевых. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Пятый лицевой ряд провязываем точно так же, как третий. Здесь нет никаких изменений. 3 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой, делаем накид, изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой, делаем накид, изнаночная и 3 лицевых. В 6-м изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 7-й лицевой ряд, 3 лицевых, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, снова делаем накид, 1 изнаночная, 2 лицевых. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Мне для этого нужно развернуть петли, чтобы петли красиво легли. Делаем накид, изнаночная петля, снова делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная и 3 лицевых. В 8-м изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, но обратите внимание, какие накиды вяжутся лицевыми, а какие изнаночными. Простые накиды мы так и будем продолжать вязать изнаночными вот в этих дорожках. А накиды, которые вот мы сейчас только провязали, они на схеме обозначены другим цветом, и мы бы в изнаночных рядах будем вязать их лицевыми. Вот вяжем накиды изнаночными,
А вот эти накиды мы вяжем лицевыми. Все, я надеюсь, вам понятно. Я в дальнейшем больше не буду провязывать изнаночные ряды. Здесь вот снова изнаночные накиды провязываем. Девятый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая, 1 изнаночная. Снова делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой, делаем накид. Далее будет 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, 3 изнаночных. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево, лицевая петля, изнаночная и вяжем ажурную дорожку. Накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная и 3 лицевых в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и смотрим, как провязывать накиды. В ажурных дорожках мы провязываем их изнаночными, в центре мы провязываем накиды лицевыми. 11 лицевой ряд. 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная петля. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 5 изнаночных. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, накиды здесь вяжем все изнаночными. Двенадцатый лицевой ряд. 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Можно взять дополнительную спицу и оставить 3 петли на дополнительной спице за работой. Я просто вот меняю петли вот местами так. 3 петли оставляю за работой, провязываю лицевую петлю и 3 петли, оставленные за работой, мы вяжем тоже лицевыми. Затем у нас будет 1 изнаночная. Теперь 3 петли нужно перекрестить в левую сторону. 1 петлю оставляем перед работой на дополнительной спице. Провязываем 3 лицевых. Петлю с дополнительной спицы, вот она у меня получилась перекрученная, мы провязываем тоже лицевой. Далее будет 1 изнаночная. И теперь дорожку ажурную мы будем вывязывать здесь, в центре узора. Делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой. Мне удобнее провязывать с наклоном влево. Снова делаем накид, 1 изнаночная. И с этой стороны мы снова перекрещиваем 4 петли. Мы начинаем здесь вывязывать бабочку. 3 петли оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петли, оставленные за работой, вяжем лицевыми. Затем у нас будет 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петлю оставляем
перед работой, провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. В конце ряда 1 изнаночная. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы вывязали половину узора, и вот у нас бабочка в центре узора. Вот. А теперь мы начали вывязывать бабочки уже в шахматном порядке. Смотрите, как красиво уже смотрится. 15 лицевой ряд, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная и петли ажурной дорожки. Накид 3 вместе лицевой, накид, 1 изнаночная. Далее 4 лицевых, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная. В 16 ряду петли провязываем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 17 лицевой ряд вяжем точно так же, как вязали 15. 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, петли ажурной дорожки, накид 3 вместе лицевой, накид, изнаночная петля. И далее будет 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 19 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная петля, снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная петля. Далее 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 1 изнаночная. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только обратите внимание, что накиды мы уже вяжем по-разному. Между бабочками мы вяжем накиды лицевыми, в ажурных дорожках мы вяжем накиды изнаночными. 21 лицевой ряд, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 изнаночных, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, делаем накид, 3 вместе провязываем изнаночный, накид, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная петля. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и смотрите, как вязать накиды, не перепутайте. 23 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 изнаночных,
Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 изнаночных, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. В 24 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, накиды здесь все вяжем изнаночными. Это у нас последний ряд раппорта. Ну а теперь смотрим, что у нас получилось. А получилась у нас красота. Мы провязали 1 раппорт в длину, 1 раппорт в ширину. Прекрасные бабочки вывязываются. Здесь у меня нитки потолще. Здесь тонкие нитки, это акрил в основном образце. 50 грамм 200 метров. Здесь в 50 граммах 135 метров, и это полушерсть. Прекрасный узор, я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, приглашайте к нам своих друзей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Вы в комментариях часто задаете вопрос, как вам переслать. Я связала какую-то там вещь, вот как вам показать, как вам переслать. Можете переслать в любую из наших групп. Посмотрите под роликом все ссылки. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока.